Я приветствую вас, представители знака зодиака Дева. Таро-прогноз на январь 2025 года. Неожиданности и сюрпризы. Пасьянс Таро-расклад. Давайте узнаем, что нам две колоды карт расскажут для вашего знака зодиака, каковы будут эти неожиданности и сюрпризы. И есть ли карты пасьянса, есть любители, я это допускаю, знаю, вы мне пишете. Но есть такие же и нелюбители, поэтому есть у нас и вторая колода, это колода Таро. Ее создала великолепный художник, таролог и психолог с большим стажем Колет Барон Рид. И подаются карты с позиции позитивной психологии. Нас приглашают быть добрее к самим себе. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема, поэтому где-то оставим на что-то иррациональное или на то, что для нас неожиданно как раз в жизни, и пусть это будут больше приятные сюрпризы, нежели какие-то преграды. Ну, давайте узнаем. Предупрежден, говорят, вооружен. Я когда колоду вот этих маленьких карт создавала, я так и продумывала, чтобы это были неожиданности и сюрпризы, чтобы для нас открыли те ситуации, но о которых, может быть, мы и даже не задумываемся, чтобы мы могли просчитать на пару шагов вперед. Итак, что же для вас расскажут эти маленькие карты с рандомным значениями? Никогда не знаешь, что они тебе покажут. Поехали. Что же для вас как неожиданности и сюрпризы на январь для знака зодиака Девы? А вы знаете, у вас тут какие-то дороги открываются, возможности, вот прям сразу. Хорошее начало, ключ. Самое главное, когда у нас ключи в руках, правда? Можем открыть любую дверь. Вот что-то подобное для вас. И более того, какие-то важные согласования вы можете провести помимо ключа, словно продолжение следует, смотрите, и прочный союз, это кольцо. У кого-то это могут быть личные отношения, прояснение может быть по части личных отношений, ну а у кого-то это дела рабочие. Но есть в любом случае, значит, какая-то ваша в какой-либо сфере жизни прочная позиция, что само по себе очень даже перспективно. Идем дальше, что нам расскажут еще. И пока я совпадений не вижу. Сияйте, как звезда, мои дорогие. Для вас январь может быть, знаете, как отправная точка нового маршрута. Звезда. Здесь буквально для кого-то повышение вашей роли в вашем социуме. Или признание ваших заслуг, рост вашей популярности. Или какая-то траектория ваших новых свершений, побед лет на 10-20. Какой-то новый алгоритм у вас может зарождаться. Или, может быть, первые какие-то шаги. Или через согласование какие-то, это к вам может прийти, договоренности. Вот этот ключ вам не случайно выпал, потому что какая-то дорога, пусть она такая достаточно долгая, но это когда нет ничего невозможного. Я сказала, это рост вашей популярности. Здесь что-то у вас будет идти по нарастающей. Или, может быть, это важный человек в вашей жизни, может быть, даже новое знакомство, которое как раз для вас и откроет новые перспективы. Я этого тоже не исключаю. Дом совпадает. И дом, наверное, не случайно, особенно для вашего знака зодиака, потому что у нас Уран весь январь в ретро-движении в знаке зодиака Телец. И Телец – это символ благополучия, и ретро-Уран оказывает влияние на все знаки зодиака. И с Тельцом связаны как раз два основные направления. Это вопросы территории Земли. Ну, если конкретно для личности, то это место вашего проживания, пребывания.
или возможные переезды, если кто-то планирует здесь на себя переложите. У каждого свои какие-то задачи. Но, может быть, как раз вы можете что-то осуществить. Может быть, у кого-то с учетом как раз звезды. Если в плане стоял переезд, вы будете более детально, конкретно продумывать что-то. И я могу предположить, что новые с учетом ключа, перспективы или возможности могут у вас появляться. Пусть это одна какая-то возможность. Ну тогда, мои дорогие девы, вам словно за нее нужно ухватиться. Есть, по крайней мере, какой-то союз, это точно. И знаете, тут союз скорее по личной жизни какой-то может быть. Потому что пара у нас, я так и создавала. Это какие-то уже отношения или люди, которых вы знаете. Ну, может быть, у кого-то как релокация офиса. И, опять же, есть те люди, которых вы знали. Ну, пусть они даже от вас на расстоянии. Или у кого-то напрямую. Знакомство какое-то было на расстоянии. Знакомятся люди через интернет. Насколько это безопасно, мне сложно судить. Будьте на всякий случай внимательны. Но, тем не менее, это правда. Тут какие-то отношения могут получить новое развитие. Даже те, которые были, ну, вот такими зыбкими, непонятными. Вы не видели, может быть, даже друг друга. Вполне вероятно, в январе вы перейдете к каким-то конкретным разговорам, чтобы встретиться. И вы знаете, вам будет кто-то помогать. По крайней мере, вторая сторона. Есть, ну, какая-то заинтересованность в вас. Я не говорю про любовь, про искренность, нам об этом не сказали. Но интерес к вам определенно есть. Или ваш тоже интерес, так может быть, и где-то совпадут ваши интересы. Правда, вы тут можете что-то согласовывать еще в высоких инстанциях. Для кого-то не случайно дом, опять же, переезд, оформление или подготовка документов, может быть, у кого-то виза, у кого-то по части недвижимости документы, или, может быть, какая-то отчетность, или ваше место работы, опять же. Может быть, кстати, у кого-то меняется кабинет свой, например, да, или местонахождение вашего офиса где-то тоже может меняться. Ну, или вы что-то для себя проясняете у официальных лиц, или к чиновникам идете что-то согласовывать. Идем дальше. Вы знаете, так достаточно размеренно. Понятно. Перемены у вас, мои дорогие. Корабль. Один из символов Меркурия, кстати, и это в течение января. Большой объем информации вам предстоит словно перелопатить, или, может быть, буквально найти, прочитать, или согласовать, или разобраться, что может быть продолжено, а что нет, может быть и так. Или по части информации, достоверности информации посетить высокие инстанции, или у кого-то это могут быть юристы, у кого-то могут быть и адвокаты, я вполне такое могу предположить. Вы что-то захотите сделать очень правильно, но и в принципе много людей могут быть вокруг вас. И еще по Меркурию, это ваша планета-управитель, вполне вероятно, вам тут как какие-то бонусы могут поступить. Какая-то возможность, мои дорогие, и вот эти самые перемены. Знаете, позвольте себе так вот аккуратно пройти по фарватеру судьбы или тем событиям, которые будут складываться у вас в январе. Понятно, внимательными мы быть должны, но чего-то и не упустить. Поэтому не ставить перед собой каких-то догм, поскольку звезда перед вами какие-то действительно могут открыться перспективы. И как и по части отношений, так и по части работы, новых каких-то интересных начинаний. И вполне вероятно, это будет продолжение вот на лет 10-20, кто знает. Смотрю, что у вас еще совпало. И вторые перемены. Часы, мои дорогие девы. Это тоже прообраз перемен. Поэтому, как и корабль, здесь могут быть путешествия, кстати, перемещения по заданному маршруту или спонтанному. Может быть, какая-то, правда, возможность даже переезда у вас может появиться, особенно если вы об этом думали. Здесь как материализация вашего проекта может начаться или вашей мечты. Вообще здорово. Смотрю, что еще совпало у вас. И у вас совпало еще
рыбка золотая. Это где-то может быть приход денег или решение материальных вопросов. Это само по себе благополучие, счастье, радость. Это когда сразу несколько вопросов мы можем сложить, как какой-то пазл в красивый узор. Вот что-то подобное у вас может проиграться. И посмотрите, у нас не случайно ключ, дальше у нас кольцо и вот эта золотая рыбка. Но рыбка у нас получается на расстоянии, и кто знает, может быть, это начало января или где-то, первые недели. Для вас какая-то будет обстановка проясняться, а ближе к концу месяца как раз вы сможете либо куда-то отправиться, либо что-то согласовать или получить, по крайней мере, четко видеть, как решить какой-то вопрос или вот это благополучие, сложить как пазл единым узором, а в последующем и еще какие-то перемены для вас тоже как будто задуманы. Ну, давайте мы посмотрим. Теперь дополнил картами Таро неожиданности и сюрпризы. С чем это связано? Как видят карты Таро? Что они нам расскажут? Достанем 3 карты. Неожиданности и сюрпризы. Ух ты, карта будущего. Все то, что я только что говорила. Это очень мощная энергия, которые перед нами как раз открывают как возможности переезда или возможности реализовать какой-то проект. Это сами по себе в этой колоде карт расширение возможностей и достижений. Но все же тут перемещение напрямую нам показано. Это как расширяем мы собственный горизонт возможностей, или мы видим этот горизонт более шире, и мы не хотим этого упустить. А для кого-то из вас, может быть, и была какая-то предыдущая пауза, но тогда эта пауза только лишь для того, чтобы продумать, что же я возьму с собой в будущее. Неожиданности и сюрпризы. Ваша карта королева Земли. Это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Это та, которая благополучие умеет отстроить буквально с нуля. Это когда мы умеем воплотить в жизнь наши какие-то проекты. Это когда сильная где-то и самооценка, и практичность сочетаются. Опять же, и для вас какие-то блага потом в конечном итоге это перекладывается. Это умение ставить четкие цели и одновременно практичность и быть честным самим собой и видеть очень так вот здравомысляще ту ситуацию или обстоятельства, которые вас окружают. Я бы не сказала, что тут сами по себе неожиданности, но если они как таковые и есть, то вы это быстро переложите на какую-то практическую основу. Но вот единственное, нам о чем говорят. У тебя должно все согласовываться по закону. Или есть какие-то цели для вас, намерения. Значит, правда, может быть, и стоит что-то прояснить по части, как это будет правильно по букве закона сделать, чтобы не было потом каких-то неожиданных возвратов. Потому что всегда в этой колоде карт проходит причина и следствие, закон. Закон кармы буквально прописан так. Поэтому, если мы еще прежде сделали что-то хорошо, то нам пространство возвращает в виде помощи. Может быть, руками других людей или каких-то сложившихся удачно обстоятельств, ситуаций. Нам эту возможность, она в нашу жизнь приходит, и нам она помогает. Но где-то забегая наперед, у нас тогда не должно быть, опять же, на завтрашний день. У нас ведь, нам уже сказали карты, у вас сразу, вы уже на берегу практически стоите будущего. Один какой-то прыжок, и у вас какая-то возможность уже в кармане. Ну, так значит, в этом будущем вам ничто не должно напомнить из прошлого, как какая-то обратка по закону кармы или правосудия. Вот то, что я говорила, закон причины и следствия, старший аркан. Где-то обстоятельства могут на вас влиять, возвращая, опять же, ретро-уран в Тельце. Нам могут вернуть те детали какие-то, по делам, по работе, по личной жизни, которые мы не подвели к единому знаменателю. И тогда это сделать будет совершенно необходимо, потому что должен быть восстановлен какой-то закон равновесия стихий. Иначе, если мы как будто прыгнем в это будущее, а что-то оставим позади себя нерешенным, то мы сами себе можем осложнить жизнь. Поэтому поступайте по закону и будьте рациональны. Но я думаю, для вас
для вашего знака зодиака это несложно. Давайте выложим второй ряд карт. К чему все идет? К чему же вот будет развиваться? Или последовательность событий. Тройка огня. Карта будущего. К любви. Правда, у кого-то личная жизнь. Ну, я понимаю, что у кого-то это могут быть контакты с родственниками или по личной жизни, может быть, для кого-то это как ваше творчество, но все же двойка воды конкретно, хоть и золотые рыбки, опять же, а рыбы это у нас всегда как и путешествия, кстати, означают перемещение, они плывут всегда. И даже знак зодиака рыбы, как будто они плывут в разные стороны, но они находятся в движении. Поэтому, скорее всего, для вас какие-то перемещения в январе вполне ожидаемы. Но могут быть эти перемещения по части взаимосвязи с родственниками. Может быть, у кого-то с учетом вот этого официального здания могут быть на повестке дня вопросы наследства. Но тогда для вас тут все правильно может решаться. Аркан правосудия. Вы как раз умеете что-то согласовать, найти взаимопонимание, с кем-то договориться. Но, опять же, двойка воды – это больше карта любви. Это больше гармоничное партнерство или прочные отношения между любящими людьми тоже. К чему все идет? Вторая карта. Тройка земли. Вот смотрите, тройка любая – это как переход в будущее, пограничное состояние. И вот у вас такой период перемен или где-то последний этап между прошлым и будущим, как срединное какое-то состояние, когда вам нужно закрыть вопросы или гештальты, мы называем, в прошлом, и для того, чтобы совершить какие-то возможности для перехода в будущем или практически уже переступить окончательно этот порог или вам на что-то решиться. По тройке земли это как в этой колоде работа в команде или мы закладываем прочный фундамент успеха, нашего сотрудничества с кем-то, партнерских отношений самых разных. По сути дела, мы сдаем жизненный экзамен. Я всегда так называю тройку земли. Вот и у вас что-то подобное, что мы сейчас с вами говорим и раскрываем, как раз все карты обрисовывают. К чему же все идет? Король воздуха. Может быть, у кого-то конкретный человек. По королю воздуха это тот, ну, как влиятельный может быть человек. Не совсем я, конечно, перекладываю это на знаки зодиака, потому что у нас вверху старший аркан правосудия, и по королю воздуха, скорее всего, здесь могут проходить как раз и юристы, и судьи, и люди в погонах, или люди в форме, кстати, могут и врачи проходить. Значит, даже если какое-то недомогание, а вы планируете переезд, до того, как вы куда-то отправитесь, но, может быть, и стоит посетить врача, чтобы расставить все точки над «и», чтобы не додумывать что-то или не ожидать, когда то, что вас беспокоит, пройдет само. Оценить именно объективно ваше самочувствие может только врач. Примите это к сведению. Значит, о себе что-то знать наверняка абсолютно точно вам нужно. Для кого-то, хоть мы и не привязываемся к знакам зодиака, но все же я скажу – король воздуха – это у нас могут быть близнецы и весы водолей, стихия воздуха, или люди, имеющие там асцендент. А еще это карта эксперта, еще это карта и интеллектуала, мои дорогие. И где-то нам советуют убрать мусор из нашей жизни. И где-то из нашей ментальности в том числе. Если мы спросили, к чему идет власть разума, интеллекта и одновременно правил, законов, регулировок, ну, какая-то общая концепция, она должна быть взаимосвязана и красиво выстроена в красивый пазл или узор. Вот что-то сделать вам нужно правильно. Что же будет идти дальше? Что дальше где-то с заходом на февраль? Ух ты, а правда у кого-то переезды могут быть осуществимы. Это карта заслуженного успеха, шестерка воздуха. Для кого-то проиграются новые возможности, но карта... И здесь, кстати, даже в пасьянсе нам ведь сказали уже не раз о том, что для вас перемены, помимо того, что корабль выпадал, вот он, и еще и часы, вот они сейчас закрыты в этом последнем ряду. Но дважды карты пасьянса сказали о возможных переменах. И поэтому это еще какой-то заслуженный успех, который вас ожидает
может быть февраль, март, может быть и апрель. Действительно, когда ретро-движение Урана закончится, и это будет своеобразный прорыв. У вас здесь словно два перехода между прошлым и будущим. У вас сейчас что-то может начать меняться, или это будет зависеть от того, на что вы решитесь сами. Но в последующем, видимо, от вашего какого-то выбора тоже будет совершен переход, или тогда обстоятельства какие-то могут на вас уже влиять, открывая для вас новые перспективы. Это, в принципе, в этой колоде изменение пути, мудрость и посвящение. Вот что будет дальше? Опять же, хоть и карта мужества, об этом нам говорят. Внимание к деталям, потому что это как новый какой-то путь. И мы еще нехоженной какой-то тропой идем. Нужно быть осторожным. Но к чему же идет? Что дальше? Десятка земли. У кого-то возможность буквально по части материального успеха для себя, ну, либо через получение должности, или через, может быть, монетизацию вашего какого-то проекта, намерения, или получение гонорара, смотря чем вы занимаетесь. Ну, у кого-то десятка земли может означать и дом, и наших близких. Какой-то в целом баланс по благополучию, он точно к вам приходит. И вверху у нас карта королевы Пентаклей. Поэтому даже для тех, мои дорогие девы, кто сейчас находится в сложной какой-то ситуации, есть возможность ее как-то преодолеть, правда. Экзамен какой-то своеобразный вам придется сдавать. Разделяет между десяткой земли и королевой Пентаклей или земли именно вот эта сдача жизненного экзамена. Но, значит, результат того стоит. Это, по сути дела, в этой колоде изобилие, благополучие, финансы, финансовый достаток и конкретно богатство. Или по этой карте еще как финансовое новое знание. Может быть, кто-то для вас, Уран у нас, опять же, это могут быть вопросы, связанные с деньгами, электронные деньги или новые системы взаиморасчетов. Вы можете что-то узнавать, изучать, или по вашей работе, возможно, вам необходимы какие-то новые финансовые знания. Но в конечном итоге у вас результат будет более чем положительным. Поэтому, если спросили, что дальше, благополучие, успех, мои дорогие. Давайте посмотрим по третьему ряду: правосудие, король воздуха. Что же будет дальше? Туз воды, счастье, любовь. Посмотрите, переезд. Вот что будет дальше? Мы спросили. Февраль, март. И новый путь, новые возможности. Десятка земли, благополучие, изобилие, процветание. Туз воды, опять же, изобилие, морской конек. Раньше когда-то морской конек как раз был символом изобилия. Но это все-таки у нас туз воды, и поэтому для кого-то это любовь, мои дорогие. Причем та любовь, которая искренняя, безусловная. Но и материальные какие-то возможности тоже. Прикладывайте на себя, мои дорогие девы. Я буду благодарна вашим комментариям. А еще я оставлю ссылку в описании под видео для перехода на новый канал, где тоже мои видео есть, кому это интересно. Переходите, смотрите, подписывайтесь на канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.